Друзья, всем привет из Мексики! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Приветствуем вас из столицы штата Веракрус, город Халапа. И сегодня мы с вами посмотрим ближайшие достопримечательности этого места. А из нашего отеля виден вулкан. Вот здесь такая гора, я не знаю, видно вам или нет, но мы еще поднимемся на обзорную площадку, я вам там его покажу. Называется он Арисаба. Один из самых высоких вулканов в Мексике, заснеженной горой, поэтому здесь, собственно, так холодно. И мы находимся в городе Халапа. Приехали мы сюда, в этот город, чтобы посетить другие два маленьких города. Почему мы остановились именно в этом городе? Причина очень простая. Нам нужны торговые центры, чтобы немножко утеплиться, потому что у нас нет ни джинсов, ничего. И нужно все это купить. И все эти большие торговые центры находятся именно в этом городе, в столице штата Веракрус. Мы не будем показывать свои походы по аутлетам. Просто знайте, что в Мексике есть такой аутлет, который называется Ливерпуль. И там бывает до 70% скидок. Мы очень в наши выходные дни любим погулять, пошопиться, просто посмотреть, приятно провести время. Ну а сейчас я вам покажу наш отель, в котором мы остановились. Отель очень красивый и выполнен в колониальном стиле. Очень красивые цвета у этого отеля. Все сделано под старину. Очень красивый вход. Здесь находится ресторан, где проходит ежедневно завтрак. Называется салон Каскадос. Здесь у нас красивый ресепшн, где нас быстро зарегистрировали и заселили в наш номер. В отеле прохладно, поэтому всегда работает пушка. Можно к ней подойти, погреться. Также можно прийти сюда вечером, посмотреть телевизор. Очень красивое убранство в этом отеле, не побоюсь этого слова, и камин, и пианино, точнее рояль. Также здесь есть еще ресторан Ля Карета, который открывается в вечернее время. Сюда ставят столики, готовят пиццу, пасту и другие блюда. Также есть еще один ресторан, где можно пообедать, поужинать и даже позавтракать по меню. Находится на втором этаже с красивой террасой. Сейчас я поднимаюсь на второй этаж. Также можно это сделать на лифте, но я знаю, что здесь есть красивая обзорная площадка, к которой хочу подойти. Здесь открывается вид на ресепшн отеля. И можно поближе потрогать эти приятные цветы. Это живые цветы, сделаны очень необычно. Я поднимаюсь все выше, потому что хочу посмотреть на вулкан Арисаба, который я вижу вот здесь. Но, к сожалению, он вам сейчас не виден. Может быть, если я поднимусь повыше, будет видно. Поднялась на последний этаж, и здесь, конечно же, лучше видно вот этот вот вулкан Арисаба с его заснеженной шапкой. Безумно красиво. Ну, конечно же, здесь вулкан Арисаба открывается гораздо лучше. Вот он. Видите, у него заснеженная вершина. Поэтому мексиканцы знают тоже, что такое снег. Невероятный вид. Правда, он открывается только в солнечную погоду. На каждом этаже есть красивые картины. Вот это на последнем этаже. Интересно, как нарисовали. Да, нарисовано прямо на стене. Кстати, в этом отеле всегда проходят какие-то мероприятия. На 5-м этаже находится специальный конференц-зал. И сегодня мы видели очень много людей, которые как раз-таки приехали сюда на какой-то конгресс. А еще также, видимо, в отеле предоставляют отдельные скидки для спортивных команд.
национальных. Видели, как здесь отдыхали игроки регби. Очень интересно. На третьем этаже находится спа. Здесь можно заказать массаж за отдельную стоимость, либо просто прийти в бассейн и здесь искупаться. Вы скажете, как так? В городе же холодно, но в реальности бассейн здесь подогрев, поэтому можно поплавать, отдохнуть. Тем более это находится в закрытом здании. Помимо того, что здесь есть бассейн, здесь также есть еще и джакузи с подогревом. Видите, даже немножко пар идет. Ну а теперь пришло время показать нашу комнату, которая находится на втором этаже. Сейчас мы заселяемся в наш номер. Он в стиле концепции всего отеля. Большая двухспальная кровать. Я бы даже сказала, что это не просто двухспальная кровать, это королевский размер кровати. Красивые бра на стене. Также есть прикроватные тумбочки, лампа. Эту стену украшает картина города Ксалапа, в котором мы сейчас находимся. Помимо этого в нашей комнате есть зеркало, тумбочка для вещей. Также есть место хранения для других чемоданов, рюкзаков, телевизор. Отлично работает Wi-Fi. Все сделано под старину. Также у нас здесь рабочий столик, отдельное место для этого. Пройдем в душевую. Здесь тоже очень миленько. Унитаз, раковина, зеркало. Ну и, конечно же, сам душ. Мы пришли на завтрак. Любимый сачок. Здесь у нас столовые приборы, хлеб, также местные блюда. Это чилакерис, то есть это чипсы начос с сыром. Здесь у нас кукуруза в сливочном соусе с зеленью, курица, скрэмбл яйца с помидором и фасоль. Помимо этого здесь есть два вида йогурта, и вот это вот местный творог, он не похож на наш, потому что он немножко более пресный, но попробовать все равно интересно, особенно если смешать с гранолой. Также фрукты, дыня, арбузик и папайя. Также здесь можно выпить горячего кофе. Yeah. Gracias. Нет? Нет? Gracias. Сейчас из нашего отеля, из городка Халапа, в котором мы находимся, мы едем в соседний городок, в городок, который называется Хипо. Там располагается красивый водопад. Собственно говоря, туда мы и направляемся. Перед отелем есть удобная парковка на несколько машиномест, что значительно облегчает нам передвижение на автомобиле. Примерно в 2,5 километрах от города Хико находится водопад. Его полное название Каскадо де Техоло. Ни одного указателя мы по дороге не встретили. Ехали мы по Google картам, ориентировались лишь по навигатору. Сейчас доехали до парковки. Парковка платная, 20 песо мы видим. Ну и нам предстоит спуск к водопаду. Как нам рассказали, что здесь еще есть, помимо самого водопада, еще обзорная площадка, которая располагается совсем рядом с парковочкой, в зоне ресторана. На самом деле здесь вроде бы несколько, я точно не поняла, но вроде еще можно дальше пройти и еще оттуда посмотреть. Да, ну пока у нас обзор на лес, на природу, и где-то отдаленно мы слышим шум этого водопада. Ну, гуляли мы еще здесь, и помимо обзорной площадки увидели хозяйство с курочками, с павлинами, да? Огромный красивый павлин, а он там прямо опасный петух, он смотрит на тебя, хочет тебя клюнуть, смотри, какие у него лапы. Ну, петухом нас здесь не удивить, а вот на павлина мы полюбуемся с удовольствием.
Около 15 минут мы спускались вниз по каменной дорожке и наконец-то мы пришли к водопаду. Очень мощный, очень красивый, но, к сожалению, купаться здесь нельзя. Сейчас попробуем запустить дрон и посмотреть на него сверху. Этот водопад, наверное, не самый высокий, метров 20-25, но все равно впечатляет своей мощью. И мне очень понравилось, что помимо водопада здесь еще находится некое ущелье, и там мостик есть. Интересно, может туда забраться или нет, но выглядит, знаете, так очень живописно и красиво. Да, правда красиво. Вот смотрите, здесь водопад, а вот здесь это ущелье с мостиком наверху. Ну и еще преимущество этого водопада то, что он бесплатный, и то, что до него идти совершенно недолго. Недолго, да, вниз. Но, правда, сейчас наверх придется, наверное, минут 30 подниматься. На самом деле поднимались мы быстрее, чем я сказал, не полчаса, а минут 15, наверное. Здесь наверху есть еще другие обзорные площадки. Но сейчас мы проходили вот зеленое здание с зеленым заборчиком. Оно было закрыто. Написано только для то ли персонала, то ли еще для кого закрыта калитка. А есть еще вот такой барчик небольшой здесь на вершине. Тоже красивый. Может быть, отсюда открывается какой-то еще интересный вид. Здесь же в этом баре мы увидели местные напитки и ликеры, которые здесь производят. Именно написано из региона Хико. Есть вот из ягоды мора, в Южной Америке очень популярные. Есть из винограда, ува. Есть вот это что такое, манча, не знаешь? Нет, не знаю, но я знаю, по-моему, что оливки такое. или что-то, ну, не знаю, нарисовано. Нет, точнее, не оливки, а какой-то красный фрукт. Да. А вот это вот из зелени, которая здесь выращивается в Хико. Да, стоимость за такую бутылку 120 песо. Есть также вот маленькие вариантики. Давайте по крепости еще вам скажу. Интересно, они здесь пишут. 12%. 12, да, 12%. То есть не градусов, а процентов алкоголя. Я показала на фотографии мост, который мы видели. Оказывается, он находится здесь, но он очень старый, поэтому туда нельзя ходить. Сейчас едем обратно с водопада и хотим остановиться возле местной палаточки с ликерами. Хотим продегустировать и, может быть, какой-то себе приобрести. Остановились у палатки с ликерами. Здесь же увидели огромный, ну, может, не такой огромный, но грузовик с фруктами. Здесь тебе и перчик, и авокадо, и капуста, и яблоко, ананас, кокос, бананы, картофель. Чего здесь только нет. Пьем сейчас некий ликер. Называется он пиньон. Пиньон — это какой-то маленький цветочек, как нам объяснили, вот такого вот розового цвета. Ну, такое сливочное, приятное. Больше, я даже не знаю, вот такой слабый, да, ликер? Да, как разбавленный Бейлис. Кстати, сейчас кофейный тоже попробуем. Вы знаете, ребята, он так нормально наливает. Ну, там сколько попадется, если мне поменьше, тебе побольше. Как кофейный, да, какой-то вкус? Ну, просто ты кофе так не любишь, как я, поэтому тебе поменьше наливают. Кстати, ну, вкусный, вкусный. И сейчас еще попробуем мора. Это фрукт очень популярный, но сальса мора называют. ¿Cómo tu nombre? ¿Cómo tu nombre? ¿Cómo te llamas? Calimán. ¿Calimán? Calimán. Mi nombre es Tamara. Y es mi esposo. Le digo así porque ya todo el mundo me conoce así, ¿no? Во время дегустации знакомимся с местными жителями. Здесь они живут в деревушках и вот как раз занимаются продажей неких ликерчиков. Так, мора, да? Готова наливать. Наливать. Ну, мора такая сладенькая ягода, похожа на первую. Да, ну, не знаю. Мне кажется, кофейный мне показался самый вкусный. Нет, слушай, но Или он такой какой? более, мне кажется, яркий вкус вот у этой моры. Немножко даже на черную смородину похоже. Ну да, чем у первой. Первая была такая совсем немножко какая-то приторная, какая-то Она была как ягодка. клубника со сливками, я бы так сказала, первая. А это больше как черная смородина. Cacahuate. Так, ну, дегустация продолжается, друзья. Все в прямом эфире практически. Cacahuate.
Каковатый. Es el número 1, el cacahuate. Ну, мне кажется, что это что-то типа как какао. Прикинь. Каковато. Каковато мы пока еще не поняли, что это такое. А, ну, по вкусу, по Арахис. запаху. Мгм. Арахис. Очень прикольно, мне нравится. Мгм. Арахис и ликер. Действительно необычно и вкусно. Слушай, ну я брала либо арахис, либо кофе. Просто арахис, он такой более необычный, да, а кофе стандартный, как бы. Все, сейчас дегустацию закончим, посмотрим, что мы выберем. Наверное, что-нибудь купим. Здесь уже цена за бутылку 100 песо. Слушай, там еще дегустация, кажется, продолжается, у него еще есть вкус. Дегустация, друзья, продолжается. Помимо ликерчиков, здесь также есть еще вина. Este es mora. То есть это вино из моры, это вино из Este апельсина. es verde, 14 hierbas para el desempance. А это из Здесь чего? из 15 видов зелени. Да, какой-то Naranja, на травах. verde y mora. Так, ну давайте попробуем с вами вино наранха, то есть апельсиновое. Стоимость, кстати, за бутылочку уже 150 песо. Здесь вот уже один пробничек. М. Давай, не жалей. Este es verde М. para el Дай desempance. мне попробовать. Я еще чуть-чуть. Вот это очень вкусно. Но это как, знаете, полусладкое вино, кто любит. М. Давай, не жалей. Да, вот это и насыщенное такое. Вообще классно, да? Naranjita. Прям такая, Слушай, а тебя... очень приятно. Оно кисленькое? Еще, да? Оно кисло-сладкое, я бы сказал, такой апельсин кисло-сладкий, с большой вкусовой, знаете, как Терпкость. терпкость вот придает, как апельсиновая цедра. Да. Esta pura Теперь дегустируем зеленую на травах. Зеленое вино на травах. Ой. Ну да. 15 цветов зелени, чувствуешь? Ну слушайте, bueno para los que ну на любителей, знаете, кто любит именно на травах, такие para настоечки. el estómago, Ну, это типа для желудка, он говорит, para que no les хорошо. caiga mal, porque a veces comen cosas en las calles. Да, ну здесь чувствуется уже и как-то, как будто по крепости даже побольше. Прям. Мгм. А чувствуешь мяту? Я чувствую там мяту. Мгм. Мятка, петрушка. Мята и различные травы. Ну, блин, на самом деле вкусно. Прикольно. Очень. Очень прикольно. Ayer nos llegó un alemán, nos llegó un japonés, nos llegaron varios varios vienen para acá y vienen a По твоей tomar части. Es Это такой morita. морс. Морс сладенький. morita. Морс из моря. Морита. Мгм. Este es mora. Да, это такая типичная мора, похожая на черную смородину. Вот именно действительно вот это вино. Вы видели мой любимый вкус вина, это маракуйя. Не только вина, любимый вкус фрукта. Слушай, но не такой насыщенный, как апельсин, мне кажется, более сладенький, да? Не знаю, маракуйя тоже очень вкусный на самом деле. В общем, Кирилл не знает, что выбрать. Мы вроде хотели Нанчи. арахис. Nanche, Нанчи. Нанчи пока не знаю, что такое. Тесто нанчи. nanche. Тесто. Nanche es una fruta como tecojote, algo así. Какой-то фрукт нанчи. Какой-то местный фрукт. Да. Tecojote. Я думаю, потом мы уже прогуглим, но если вы прогуглили, то напишите в комментариях тоже, чтобы знать. Нанчи. Ой, ну пахнет странно, на самом деле, не очень приятно почему-то. Ну так. Ну давай, пей. Ой, Чуть-чуть. да, нанчи, конечно, не годится, друзья. Ну, не знаю, какая-то странная субстанция. Это, наверное, самое невкусное среди всех. Но это мы- Что такое нанчи, понять не имеем, но это совершенно невкусно. Так, ребята, мы взяли, значит, одно вино из маракуйи сладенькой. Средняя бутылочка. И вот чуть побольше взяли вот из арахиса, правильно? Да. Все вместе получилось на 200 песо. 200 песо. Может, и переплатили, но, ребят, столько мы попробовали, мне кажется, мы на 50 песо еще попробовали. Мы заехали в город Коатепек, который считается столицей кофе в Мексике. Сейчас по центру проезжаем по его узким улочкам. Здесь достаточно сложно припарковаться на автомобиле, но мы все-таки это попробуем сделать. Проезжая по городку, заметили музыканта, который играет на местном музыкальном инструменте. К сожалению, не помню, как он называется, но звучит очень красиво.
самом деле в Коатепеке очень много музеев, но вот этот, в который мы пришли, самый популярный, где можно посмотреть, как делают кофе, как его выращивают, можно его продегустировать и потом в конце еще заказать какой-нибудь напиточек. Поскольку у нас любитель кофе только один, это Томочка, поэтому сейчас мы ее отправим на экскурсию, которая стоит 120 песо, правильно я понимаю? Да, она включает в себя дегустацию, вроде включает в себя напиток, если я правильно поняла. Да, ну а я здесь рядышком в кафе, соответственно, посижу уже просто с напитком, уже с готовым. Помимо того, что здесь находится музей, здесь же также находится и кофейня, где можно попить кофе, заказать себе булочку вкусную, ароматную. Мы взяли себе 2 кофе, вернее у меня молочный напиток с попкорном и карамелью и булочка местная, которая я не помню, как называется, но очень вкусная. Нам, конечно, 15-20 минут, наверное, несли эти булочки, мы, видимо, разогревали так долго. Они рисовали чашечку кофейную у тебя на тарелке. Да, но очень вкусная, нежная. Сначала, значит, обещали английского гида дать, в итоге английского гида нет. Есть только аудио английский гид, но уж лучше тогда испанский. Posteriormente fue llamada la tierra de los dioses y ostenta el orgullo de no haber sido colonizada. También ahí nació Al día siguiente, Calvin contó los eventos al sacerdote de la mezquita, quien se interesó por aquellos asombrosos. Мне сейчас включили аудио на испанском, я через слово понимаю, но это забавно. То есть мы 20 минут ждали гида, который будет нам рассказывать на английском языке. В итоге я сижу на мешках с кофе и слушаю аудиогид на испанском. Ну, теперь стало получше, потому что мне мой новый гид теперь рассказывает все на английском. Окей. И имя моего гида Самаль. Сама? Самуэль. 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 Окей, его зовут Самуэль, он мне все рассказывает теперь. Окей, let's go. Let's go. Yes, and the size is more than 2 meters, 2 meters and a half, maybe. But it depends the species. They can grow more than 20 meters. Говорят, что от испанцев пошло название этим ягодам как вишневые ягоды, либо cherry berry. Но они действительно похожи на вишенки. Для того, чтобы им вырасти такими, необходимо сейчас подождать полгода, потом с октября по апрель месяц постоянно будет дерево нести плоды. Вообще такой процесс происходит раз в 2 года. Вот этому дереву сейчас 6 лет, и вот оно выросло за 6 лет. Такой высоты это где-то примерно 2,5 метра, может быть даже чуть побольше. Natural sugar, so that's why we cannot storage, even not one day. The same day you pick the cherry bean, this is the same day you need to put in transformation. Вот видите, внутри как раз таки оказались кофе-бобы. Попробовала вот эту вот ягодку. Она очень сладкая. И говорят, что именно вот в этих мексиканских плантациях, деревьев, которые здесь выращивают, в них содержится натуральный сахар. This is a so very old remove pulper machine, remover pulp, something like that. Значит так, ребята, рассказали мне про первую машину, которая очищает ягодки, получаются вот такие зернышки, потом эти ягоды сушат, моют, и меняется имя с Cherry Berry на бергамин кофе, который имеет такую, знаете, как скорлупу оболочку, и для того, чтобы от нее избавиться, использовали раньше вот эту вот машину, которая, видите, здесь 1990 года производства. И она помогала очищать эти зернышки, эту скорлупу, и получаются уже просто обычные зерна, и которые имеют название. Can you repeat one more time? Next name. The next name? Yeah. Cherry Berry, Cherry and Bergamot coffee, green gold coffee. Green Gold Coffee. Green by the color and gold by the price. И использовали потом следующую машину для сортировки этих зерен по размеру. Вот здесь как раз можно увидеть разницу. Вот это бергамин, как раз этот их кофе, который имеет с собой оболочку. А когда она очищается, получается этот зеленый и золотой кофе. Green Gold Coffee. What's name? Decaffeinated. Decaffeinated, окей. Just... Это бескофеиновый кофе. Эта машина уже более современная, которая обжаривает их зеленый и золотой кофе. И из него выходит уже жареный кофе, ароматный и вкусный. Я с тобой наблюдаю. Я сейчас буду пробовать кофе.
А ты скучай. Сейчас мне будут проводить дегустацию, которая здесь называется катасьон. Other methods, they are Japanese methods. Kalita 120, B60 and Kalita 185. Сейчас смотрим различные методы приготовления кофе в разных странах. Окей, теперь мне сказали, что можно выбрать один метод. Я выбрала американский метод, потому что я его никогда не пробовала. Это тоже примерно используют фильтр для приготовления кофе, вставляют его сверху. И мы выбрали вкус. Я выбрала для себя шоколад с орехами, но это будет не яркий вкус, а легкий оттенок орехов и шоколада. We do some Its name Chemex, yeah? Chemex, yes. Like this, Chemex inside Okay. It's brand, yeah? is the brand Chemex, just. Сейчас готовим фильтр. We put the paper filter and we are using one scale. The scale helps us to obtain a very good okay, let's check the shape and the color. And you tell me how do you feel? I feel chocolate, but I don't feel nuts. Nuts, okay? You can see different numbers. Less numbers, fine grind. More numbers, coarse grind. And medium numbers, medium grind. For the Chemex, we are using medium grind, 7. Okay. We clean. We put our seeds and we grind. Бедный человечек, который ждет, когда у меня закончится экскурсия. Ему совсем грустно. Тем временем мне уже готовят кофе. We put hot water in the filter to remove the paper flavor and we preheat the method. After that, we remove this water. We put our coffee. The first water application we call bloom. What it means bloom? We liberate the aroma and the gases from our coffee. Okay. So you can see that we have bubbles. В общем, пока мне готовят кофе, я вам расскажу быстренько вообще, в чем тут суть. Коатепек считается столицей кофе. Сюда его привезли, оказывается, из Голландии. Поняли, что здесь почва, температура просто идеальная для выращивания кофе. Поэтому здесь выращивают как раз-таки кофе на склонах гор, которые окружают Коатепек. Вот здесь его очень много. Также кофе выращивают не только в этом штате, но еще и в Чапасе. Там его еще и продвигают. Даже Starbucks, оказывается, нанимает специальных сотрудников, которые работают в Чапасе и собирают кофе, но покупают его по низкой цене. И это очень плохо для региона Веракрус, который является как бы лидером выращивания, но их кофе не используют, так как он является более дорогим и лучшего качества. Еще немножечко, и кофе будет готов. Уже доливают 3-й раз воду. Это делают специально, потому что первый раз более горький получается вкус. И чем больше добавляешь воды, тем вкус становится мягче и более интересным. Так, ну что, моя экскурсия наконец-таки закончилась. Скажу честно, и в принципе меня сейчас слышат. Сначала я хотела сбежать с этой экскурсии, сказать, типа, ладно, все, ребят, ничего не надо, потому что сначала, когда я пришла, мне запустили испанский аудиогид, чтобы ты понимал. И он со мной разговаривал на испанском и был каким-то злобным. Потом я, короче, что-то слушала, стала записывать видео, он такой заинтересовался, и давай со мной, представляешь, разговаривать на английском языке. И мне кажется, я слышал, вначале спрашивал, по-испански или по-английски лучше. Да, я ему сказала, что типа на английском, он говорит, нет, английского не будет, сейчас я включу испанский аудиогид. Я села на мешки с кофе и слушала испанский аудиогид, хотела уже прервать, сказать, так, все, до свидания. Но в итоге он провел для меня нормальную экскурсию, но где-то слишком, знаешь, затянуто, долго.
центре Коатепека расположена красивая церковь, которая называется Сан-Херонимо. Выполнена она в желто-красных оттенках, и эту церковь украшает высокая колокольня. И совсем рядом с церковью расположен парк Мигеля Идальго, наверное, это центральный парк в городе. Здесь также есть красивые буквы, на которых написано название данного городка. Вот такой красивый зеленый небольшой парк. Каждая буква в названии этого города как отдельная достопримечательность. Здесь мы видим и орхидеи, кофе, потом маяк, который здесь где-то недалеко располагается. Опять же таки выращивают кофе, потом вот церковь, которую мы только что видели, местный праздник обрядовый, еще какая-то достопримечательность, и плюс еще небольшой водопад также есть в Коатепеке. Хочу показать вам, что едят мексиканцы. Посмотрите, берут кучу чипсиков начисо, сдабривают различными соусами, и получается вот такая вкуснятина. Видите, здесь вот картофельные чипсы, а там кукурузные, а еще там же продают чуррос. Сейчас я вам покажу это все поближе. Это местный фастфуд. Стоит недорого и очень сытно и вкусно. Вот так вот выглядят мексиканские чурросы. Это картофельные чипсики. И много-много соусов, которые можно выбрать. Также здесь еще делают жареные бананы. Вот женщина берет жареные бананы в сливочном соусе. Совсем рядом с парком находится целый район маленьких уютных магазинчиков, где можно приобрести и сувениры, попробовать кофе, печеньки. Такое очень уютное и все, и цветное. Мы сейчас пришли в интересный магазинчик, где продают различного вида печенья. Здесь их очень много, и можно попробовать. Вот я, например, пробую кофе с маслом. именно такое. Угу. Ну, пробуй, это вкусно. Это мы уже пробуем не печенье, а что-то типа зефира с кофе. Должно тебе понравиться. Ну да, это что-то очень нежное. Интересно, у нас выдалось путешествие. Получается, мы были в 3 городах. Это Халапа, Хико и Коатепек. И каждый из них по-своему своеобразен и интересен. Поэтому, если будете в штате Веракрус, то не проезжайте мимо, друзья. А с вами мы увидимся в следующем выпуске. Ставьте лайки и пишите комментарии. Всем до новых встреч. Всем пока!